Бонжур, comment ça va? Или как по-нашему, привет, как дела? Вы на канале Илья Хутор. Недавно я задумался о том, что мой подписчик, мой зритель, то есть вы, мои друзья, заслуживаете только лучшее. То есть самые особенные находки, самые лучшие кадры и качественный контент. Вот сегодня как раз тот самый случай, когда я покажу кое-что особенное. Вот этот вот кругляшок. Но, как вы заметили, ролик я начал с французского языка. Соответственно, находка имеет прямое отношение к Франции, а это уже делает ее особенной. Но не все так просто. Давайте начнем с вопросов. Вы были во Франции? В Париже? На Эйфелевой башне? Ну да, все знают, что такое Эйфелева башня. И не зря она считается одним из самых знаменитых памятников мира. И символом не только Франции и Парижа, но и символом любви. Давайте немного к истории даже вернемся. В Париже проходила Всемирная выставка. Именно тогда народ узнал о том, что существует Эйфелева башня. Правда, носила название 300-метровой башни. Вот так вот товарищ Эйфель ее назвал. Скромно, 300-метровая башня. Тогда она была всего лишь аркой для входа на ту самую выставку. 20 лет она простояла бесхозной. Ее и хотели и снести, ее даже продавали на металлолом. Но ее спасло радио. Ведь она была достаточно высокой, на секундочку. В 1889 году она была самой высокой башней в мире, самым высоким сооружением. И спустя 20 лет ее оставалось. Соответственно, на нее установили радиоантенны. И благодаря этому она осталась жить. Но что мы все про Эйфелеву башню? Мы же говорим про находку. Ну, давайте тогда мы на нее взглянем, и вы сразу все поймете. Итак, смотрим. У нас монета, точнее, правильно сказать, монетовидный жетон. Или, как ее называют в некоторых формах, медаль. С одной стороны написано «Сувенир моему восхождению на Эйфелеву башню». На второй этаж Эйфелевой башни. 1889 год. Вот в этой рамочке, которая посередине, должна была быть написана фамилия того, кто забрался на этот второй этаж. Тут особенность еще в том, что в 1889 году были небольшие проблемы с лифтами, и на второй этаж приходилось забираться пешком. Наверное, поэтому и была сделана сувенирная продукция, ведь человек совершал, можно сказать, небольшой подвиг, да еще и высота. Все-таки самое высокое сооружение в мире, и люди немного все-таки боялись. Давайте посмотрим тогда вторую сторону. Тут уже мы видим привычную картину. Эйфелева башня прямо посередине. А вокруг нее изображены различные памятники. Но вы спросите, памятники Парижа? Нет, памятники всего мира. Ну, в том числе, кстати, и Парижа. А именно, пирамида Гизы, собор Парижской Богоматери. Ну, тоже, кстати, такой себе, знаете, серьезный символ Франции. Кёльнский собор, Парижская опера, собор Святого Петра, Триумфальная арка, Руанский собор и монумент Вашингтона. Внезапно. А рядом с этими памятниками написана их высота. То есть, например, монумент Вашингтона 169 метров, собор Парижской Богоматери 69. И знаете, для чего это сделано? Для того, чтобы показать, насколько Эйфелева башня выделяется на их фоне и насколько она достойна быть в их числе. А это было в 1689 году, когда еще она не представляла из себя того, опять же повторяюсь, что она представляет сейчас. То есть вот такие у нас вот скромные французы, которые взяли и Эйфелеву башню сразу сравнили с пирамидами Гизы. Неплохо. Вы скажете, ну и что тут уникального? Ну, я уверен, найдутся такие зрители, которые скажут, ну что, такие находки есть. И да, если поискать в интернете, вы найдете на аукционах. А самое интересное, есть еще выполненные в серебряном варианте и в золотом. То есть, соответственно, из серебра и золота. У меня же медный. Но особенность в том, что она была найдена, внимание, в Смоленской области. При разборе жилого дома и подъеме полов она лежала, ну, условно, как закладной рубль. Забавно. Медаль проехала больше 3000 километров. Получается, кто-то в 1889 году из Смоленской глубинки отправился в Париж, посетил Эйфелеву башню, приобрел себе за определенную копеечку медаль и вернулся с ней в Смоленскую тогда еще губернию, и благополучно ее потерял. Ну, конечно, да, как мы видим, она немного покоцанная, то есть время ее не пощадило, но рисунок отчетлив, и идея отчетлив. А теперь вопрос опять же к вам. Как вы думаете, можно ли это назвать уникальной находкой? Или хотя бы особенной?
Ваш вариант, ваш ответ напишите в комментариях. Мне очень приятно, когда вы пишете что-то. Для меня это очень важно. Если вам не понравилось и вы ставите пальчик вниз, тоже пишите об этом. Любая реакция на вес золота. Вот так вот быстреньким таким словом я рассказал немного об Эйфелевой башне и об этой находке. Если было интересно, оцените это видео. А если вы ждете еще более интересных находок, а они будут, подпишитесь на канал. С вами был Илья Хутор. До новых встреч на моем канале.